И наша встреча сегодня посвящена то, что я вкратце расскажу, что мы будем делать на онлайн-семинаре по переходным циклам. Все готовы? Устраивайтесь поудобнее. Я вижу пока. Так, давайте мы сейчас немножко вдох-выдох сделаем все вместе, чтобы настроиться. Хоть мы все далеко друг от друга, но пока я чувствую очень много хаотичной энергии такой. Давайте соединимся с дыханием. Сделаем 3 глубоких вдоха, выдоха. Пустим энергию в свое тело. Еще раз глубокий вдох, выдох. Чувствуем, как мы сидим, чувствуем свое тело, свою плотность. На минуту закроем глаза, чтобы почувствовать свое тело. Почувствуйте левую часть тела, правую часть тела. Вверх и низ. Делаем вдох-выдох, выдыхаем напряжение лишнее. Может быть, какую-то суету, может быть, усталость. Проводим внутренним видением, зрением все тело, все напряжения. Выдыхаем сверху вниз, опускаем энергию в стопы, в землю, укореняемся. Еще глубже опускаем энергию сверху вниз, ощущая связь с землей, ощущая свои корни с землей. Еще раз глубокий вдох, выдох, освобождая напряжение в голове, распределяя энергию по всему телу. Если есть какие-то напряжения, выдыхаем с тех мест тела, где есть напряжение. Выдыхаем все негативные переживания, выдыхаем чистый свет, чистую энергию Вселенной. Выдыхаем все, что нам не нужно. На вдохе чистый свет, чистую энергию, сияющую, радужную, вдыхаем с тела. Выдыхаем все переживания, все, что отжило. И балансируем наши энергии, балансируем наши 5 элементов в нашем теле, в сознании. Очищаем элемент Земли сияющим светом. Вдох, выдох. Очищаем нашу воду, все жидкости в организме сияющим светом. Через вдох набираем этот сияющий свет, проводим по всему телу, очищаем нашу воду, наши эмоции. Еще раз грудная клетка, открываем вдох-выдох. Раскрываем дыхание, диафрагму, живот.
Если у вас зевается, очень хорошо, чтобы организм высвобождал все ненужное. И проводим сияющим светом энергию огня, солнечное сплетение, желчные, печенку, селезенку, поджелудочную, желудок. Вдыхаем все негативное, сияющий свет, свою диафрагму, в органы, очищаем свои страсти, очищаем злость, гнев сияющим светом. Также все напряжения, которые находятся в нашей диафрагме. Мгм. Вдох, выдох. Мгм. И проводим, очищаем наши бронхи, легкие, элемент воздуха, элемент дыхания. Проверяем свои легкие, насколько мы дышим. Глубокий вдох делаем, вдох. На выдохе высвобождаем грудную клетку. Вычищаем все негативное в наших дыхательных путях. Все ненужные бактерии, микробы, микроорганизмы. И дыхание на уровне любви, на уровне энергии чувств, на уровне открытого сердца. Мгм. И продолжаем вычищать элемент пространства, горло, голова, наше видение, нашу связь с Высшим. Проверяем нашу шею, горло, голову. Если есть какие-то напряжения, либо что-то сжато в горле, в шее, в голове неясно, мы прочищаем энергию сияющей, световой, божественной. Очищаем наше видение, очищаем нашу связь с нашей интуицией, с нашим божественным измерением, нашим духом. Также нашим звучанием, истинным звучанием нашей души. Проверяем наше горло, шею, голову. Где есть сжатая энергия, либо темная, либо скопилось что-то негативное в образе мыслей, в образе поступков, действий. Вычищаем это все. Если вам хочется попросить прощения у кого-то или у Вселенной, мы просим прощения за какие-то негативные поступки, действия, мысли. Устанавливаем связь со своим истинным сознанием, душой, духом. Мгм. Представляем в своем сердце сияющий свет вокруг радужную сферу. И гармонизируем наши элементы на уровне энергии, на уровне прошлого, настоящего, будущего. Еще раз делаем глубокий вдох, выдох. Мягко возвращаемся в ясность и присутствие.
Потянитесь, если вам нужно. Расправьте ваши крылья, плечи. Ну вот, сейчас другое дело. Можно приступать к общению. Ну что, чему у нас будет посвящен семинар онлайн, нашим переходным циклам. И, конечно, наши циклы проходят постоянно, регулярно, ежедневно. То есть ежедневно это означает цикл дня и ночи, цикл наших месячных у женщин, цикл месяца, цикл времен года. То есть мы сейчас переходим от лета к осени. И то есть все процессы, которые мы прожили летом, то есть это наше летнее время, в том, что какой мы опыт получили, какие мы семена посадили. То есть это во всех уровнях. То есть семена — это означает наше обучение, наш опыт, что мы вынесли, как мы это используем в нашем движении, развитии. И, допустим, если мы чему-то обучались, но, то есть, допустим, мы не дали этому обучению либо опыту какому-то, который мы проходили за этот цикл, ценности, направления, движения в будущее. То есть, что, допустим, у нас есть семена, а мы их правильно не посеяли, либо не собрали урожай. И, допустим, мы во что-то вкладывались, в какие-то события, в какие-то проекты, в какие-то дела. И очень часто мы можем не давать этому ценность, обесценивать это. И таким образом мы, знаете, как сливаем в унитаз нашу энергию, наши дары, наш опыт. И, соответственно, то есть не можем эту энергию и тот опыт, который мы получили, дальше во что-то вложить. То есть вложить энергетически, вложить в действия, вложить в проекты, вложить в продолжение. И в какой-то уже измененной форме. Потому что очень часто мы можем относиться к этому неосознанно, как на бегу. То есть мы что-то проживаем, ну да, хорошо, ну, то есть, а очень часто мы можем еще не только давать этому ну, как бы ценности хорошо, но обесценивать, знаете, как кидать ну, в пространстве. И тогда теряется очень много ресурсов, теряется очень много энергии, и тогда мы не можем ту энергию, которую мы прошли, то есть перенести во что-то другое, то есть в какие-то другие проекты, в какие-то другие действия и так далее. И то есть мы будем делать практики, пересматривать наше лето, пересматривать этот цикл, что мы прошли, то есть какой мы опыт прошли, какие нам дары принесли тот опыт. Может быть, он даже какой-то сложный, может быть, он тяжелый, может быть, он болезненный, но чтобы мы могли его интегрировать, чтобы мы могли его трансформировать и перевести дальше в наше будущее знанием, мудростью, либо другой событийностью. Допустим, когда мы выбираем уже не тот формат, который мы обучились, то есть обучение может быть какое-то сложное, что нам как раз не нужно делать, и вот мы не дали этому целостность, не завершили, то есть мы не трансформировали эту энергию, не перевели в наше будущее, то есть в наш формат. Что мы сделали? То есть, может быть, не так. Может быть, из каких-то историй, сценариев, которые мы повторяем либо по родовой теме, либо кармические из жизни в жизнь, либо просто бессознательные, коллективные. Вот. И мы будем пересматривать вот эти все уровни, то есть что мы действительно вынесли, что мы прошли за это время, за этот цикл, что нам нужно отпустить, очистить,
Потому что если это болезненный, сложный опыт, если кто-то к нам как-то отнесся негативно, либо мы отнеслись негативно, как-то что-то мы эм, ориентировались не своего духа и души, а какими-то, может быть, низкими пороками, либо, то есть то, как это обычно там происходит бессознательным, коллективным, что, допустим, все пошли туда что-то делать не очень хорошее, ну и я тоже вместе, как бы, а я здесь при чем? Мы все пошли туда. Вот, поэтому, то есть нам важно пересматривать все процессы и осознанно давать ценность нашему опыту, даже если он негативный, даже если он сложный, даже если мы что-то сделали негативное. Нам нужно учиться вырастать из этого, либо по отношению к нам кто-то что-то сделал не так. Это один формат. И переводить это в потенциальность, переводить это в мудрость, в знание и, соответственно, уже форматировать наше будущее. Это один формат. Другой формат, который я с самого начала сказала, что мы что-то могли прожить, но мы не дали этому ценность, мы слили эту энергию, и, соответственно, мы тоже не можем как бы, этот формат, этот опыт, эту энергию переформатировать в наше будущее. То есть наши какие-то действия, наши какие-то проекты, потому что мы отнеслись к этому бесценности халатно. То есть вроде бы, ну, ничего там плохого нет. Просто я не дала ценность, я не дала качество уважения, то есть я слила эту энергию, то есть того процесса, допустим, обучения, либо еще чего-то. Ну, как бы, ну, подумаешь, ничего особенного. Вот. И то есть мы будем проходить по всем этим уровням, как, где, что, какой мы опыт прожили, что нам нужно очистить, завершить, а что, наоборот, дать ценность и вернуть себе эту энергию, вернуть себе эти ресурсы, потому что это энергия, это ресурсы, с помощью которых мы, соответственно, будем форматировать наше будущее, вкладывать его в дальнейшие действия, дальнейшие проекты, дальнейшую жизнь, которая нам очень важна. И то есть также мы будем проходить по уровням, то есть если какие-то отношения завершились, но мы их некорректно завершили, то есть тоже либо там очень много боли, печали, и всех тяжелых переживаний, нам это тоже нужно корректно завершать. Соответственно, через прощение, отпускание, то есть мы завершаем эти отношения, переводим тоже в очищение, в интеграцию, то есть и в новые качества, в новые свойства того, допустим, в каких отношениях мы уже больше не хотим жить. Но если мы не завершаем те отношения и те сценарии, потому что мы тоже должны пересмотреть, какие сценарии, какие программы верований мы проживали, то есть почему их мы проживали, из каких историй это идет. То есть либо это прошлое из-за того, что мы получили от родных, от близких, либо от коллективного пространства, либо это наша история, либо это как бы смесь такая завязанная, то есть и то, что мои истории, которые были связаны с моей жизнью, предыдущими воплощениями, они соединенные с моим родом, соединенные с тем пространством, местом, где я сейчас нахожусь. Соответственно, то есть мне нужно пересмотреть, что это, завершить, аннулировать эти сценарии. То есть если они уже не служат мне, не служат жизни, не служат эволюции, вот, их завершить, почистить, интегрировать и переформатировать новую манифестацию, то есть на будущее, в каком качестве и свойстве, соответственно, я хочу быть с людьми, я хочу проживать какие отношения, какого уровня, какого состояния. Вот. И также, допустим, пересмотреть из прошлого, то есть мы немножко пройдем как бы по линии времени. Допустим, мы мечтали или хотели прожить что-то летом. Может быть, научиться, может быть, поехать, может быть, сделать какой-то проект или дело.
но мы этого не сделали. То есть на это была энергия, на это были возможности, но по каким-то причинам мы туда не пошли. Либо это страхи, либо это сомнения, либо мы куда-то развернули, подумали, что нет, я не буду, у меня не получится, может быть, не сейчас, может быть, желания там других в моей семье, они гораздо более важнее, то тоже мы упустили эти ресурсы. И нам нужно тоже пройтись по пространству души, то есть помнить, какие задачи были у души, потому что у души есть план на эту жизнь, то есть и на определенное время, на определенный цикл. То есть эти желания, эти задачи мы можем чувствовать через интуицию. То есть когда мы связаны с нашей интуицией, когда мы ее слышим и чувствуем, то есть тогда мы начинаем двигаться вместе. Мы доверяем этим чувствам, мы доверяем интуиции. То есть мы говорим, да, хорошо, я это сделаю, я туда поеду. Хотя это может быть где-то нелогично, это может быть как-то странно выглядеть. Вот, но когда мы следуем за своим внутренним голосом, за интуицией, за душой, то, соответственно, тогда мы реализуем план души и духа. То есть если мы это не реализуем, это энергия, которая нам дана была Вселенной, потому что это более масштабный формат, то есть она уходит тоже как бы в пространстве. И нам важно соединиться вот с этими задачами, посмотреть, что мы не реализовали, не сделали, сделать этот перепросмотр. Тоже нам нужно будет вернуть, собрать эту энергию. И из уровня души посмотреть, когда, в каком времени, то есть это может быть снова реализовать, это можно снова реализовать, потому что у нас как бы витки времени идут там в разное время, в разные циклы. И то есть они, когда мы проходим по нашей эволюции, они спиралевидные, то есть это спирали. Когда мы проходим просто кармически, мы входим по кругам, и мы повторяем одно и то же. Вот когда мы перестаем слышать наш голос души, то есть тогда мы попадаем как раз уже не в процесс эволюции, не в виток эволюции, а по кругам начинаем ходить. То есть мы повторяем вроде бы одно и то же, там ничего, может быть, плохого не быть, но то есть мы не воплощаем задачу нашей души. И, соответственно, то есть нам нужно обязательно тоже пересматривать этот формат, смотреть, почему мы это не сделали. Может быть, мы пошли, что, допустим, там важнее сейчас дети, важнее муж, важнее родители, вот сейчас нужно вот это. То есть и мы ушли со своего пути, мы пошли по кругу, то есть воплощая не задачи души и мечты, задачи, а какие-то желания других людей. То есть они, может быть, и для нас близкие и важные, но то есть когда мы пропускаем этот процесс, мы теряем очень важное, очень ценное время, то есть того, почему мы сюда пришли, почему мы воплотились. Вот поэтому мы еще пересмотрим, то есть какие у нас были задачи на уровне души на время лета. Вернем энергию, потому что мы ее тоже пропустили, и потенциал энергии пропустили, то есть мы не заметили, то есть мы как бы растратили на другое, и, соответственно, мы не прошли задачи души. То есть и вследствие чего, то есть у нас накапливается такое ощущение неудовлетворенности, ощущение печали, что, да, вроде бы, как все хорошо происходит, но что-то я как будто я не на своем месте, как будто я что-то делаю не то. Вот, хотя внешне
ну, обстоятельства могут быть достаточно там хорошими, нормальными, все хорошо, все в семье хорошо. Вот, но самые, ну, то есть важные процессы мы не проживаем. И тогда накапливается это состояние печали, тоски, и тогда, то есть мы как бы чувствуем, что мы не идем в свой эволюционный процесс. Вот, соответственно, мы будем возвращать энергию и пересматривать процесс, когда это может быть, когда будет благоприятное время, чтобы это снова реализовать, сделать, воплотить. И то есть, когда мы проходим на самый высший свой формат сознания души и духа, соответственно, там мы можем все видеть. Где, когда, как, что мы сделали не так, где мы делаем правильно и верно. И, соответственно, когда, допустим, в следующее время, чтобы это реализовать, чтобы это воплотить. Вот. Если, допустим, мы почувствовали, что да, вот эти задачи, и мы пытаемся их воплотить, да, допустим, но время не то тогда будет очень большая потеря сил, энергии, то есть это может не реализоваться, не случиться, потому что мы с вами пропустили вот этот временной поток. Знаете, как поезд ушел, нам нужно дождаться другого поезда. И точно так же и на того, чтобы реализовать что-то, какие-то дела, проекты, которые именно идут из уровня души, то есть это будет связано всегда с временными циклами, когда есть на это энергия, и когда Вселенная поддерживает. То есть мы не одни идем, что-то делаем, и тогда мы очень чувствуем очень уставшими, большая потеря энергии, сил. То есть, а мы следуем вместе с пространством Вселенной, поддержкой, силой, и когда все как бы начинает случаться, то есть, допустим, думаю, что у многих есть этот опыт, когда вас Вселенная несет на руках. То есть это вот как раз тот самый показатель того, что вы двигаетесь вместе со своей душой. То есть вы реализуете желания мечты и мечты, и план души и духа. Вот, поэтому у нас будет интенсивно по практикам. Мы немного говорить не будем, чтобы мы действительно это время 2 дня использовали его максимально, то есть по очищению, по перепросмотру и по формированию, то есть нашего будущего, наших вот этих переходов. Соответственно, на эти практики, то есть вы можете делать там периодически в своей жизни, то есть они базовые, они основные, когда вы, допустим, вы чувствуете, видите, что у вас цикл какой-то закончился, либо отношения завершились, когда вы понимаете, как их правильно завершать, экологично, и переформатировать себя на будущее в другой формат, то, соответственно, вы будете использовать этот метод, этот способ вот этих переходов. Вот. Если у нас еще, посмотрим мы как по времени, может быть, еще у нас получится еще пройти по процессу смерти. Если у нас будет на это время, мы пройдем. Смерти, как если у вас кто-то ушел из близких, либо, может быть, ваш какой-то процесс перехода, смерти, который вы не можете пройти, потому что каждый раз, даже, допустим, элементарно день рождения, мы проходим через процесс вот этого витка в точку нуля и в точку перехода, то есть через смерть, рождение. Соответственно, если, допустим, вам тяжело проходить вот эти циклы, потому что вас могут накрывать переживания страха смерти, страха того, что завершается что-то, и вот как научиться осознанно это проживать, зрело, мудро, проходить вот эти циклы, которые постоянно, регулярно происходят в нашей жизни. Вот. И, соответственно, просто я думала, что
если запроса, ну, как бы если у нас не хватит времени на именно смерть как таковой, допустим, что если кто-то перешел, то, может быть, потом еще отдельно просто сделать медитацию в какой-то другой день, то есть, может быть, часовую, потому что, ну, то есть это, ну, такой достаточно глубокий очень процесс тоже. Мы посмотрим. То есть насколько мы с вами пройдем по времени вот эти все процессы, потому что они, в принципе, достаточно очень интенсивные и концентрированные. Давайте сейчас, если есть какие-то вопросы. Леночка, включи, пожалуйста, микрофоны. Вопросы есть у кого-то? Здравствуйте. У меня есть вопрос насчет распечатки материалов. То есть будут ли какие-то материалы, я не знаю, там описание медитации или что-то такое в каком-то напечатанном виде? Ну, иногда не бывает. Вот я хотела спросить. Нет, то есть нужно... У вас будет запись видео. Ну да, это хорошо. Спасибо. Добрый вечер. Майя, получается у меня пройти, если я пройду на 2 недели позже в записи, нормально будет, да? Да. Да, без проблем. И мне вот эта медитация смерти, ну, просто мне надо уехать. Мне, конечно, она очень интересная. Я долго работала, у меня был страх смерти, мне не хотелось жить. Я не знала об этом. Но вот когда заходила в практике, конечно, хотелось бы ее пройти, если будет такая возможность, или на семинаре, или отдельной медитацией. Ну, очень хотелось бы посмотреть на нее. Ну, мы когда-то с тобой на семинаре я проходила пространство смерти. Мне, конечно, там очень понравилось. Это такая просто... Иногда звучит это пугающе, а мне тогда очень понравилось так, ну, состояние, ощущение вообще замечательно. Так что я постараюсь, ну, я уеду на это время, но в онлайне я, конечно, постараюсь. Ну, будет запись, да. Да, Так что ты можешь потом в записи пройти эти практики. Спасибо большое. Я еще хотела спросить насчет радужной энергии. Нужно представлять как шар разноцветный или просто свет, или вот. Я не поняла. Ты имеешь в виду, когда? Что мы сейчас медитацию делали, да? Ага, да. Радужная энергия, ну, как сияющая радуга, только она, ну, как от нее идет свет. Как солнце, которое лучи распространяет, так же, как и радужный свет, идут лучи из этого света, из этого радужного света. Окей, я поняла. Спасибо. И это нужно внутри тоже представлять как шар в себе. Можно спросить? А сильно будет отличаться вот от техники прощального письма, которую делаем? Будет отличаться, да. По пространствам, то есть по тем процессам, которые мы будем проходить, да. То есть они такие. А это будет на уровне логики или это будет вот что-то такое медитационное? Я не делаю на уровне логики вообще. А как мы поймем, то есть вот если были какие-то сливы там или какие-то ошибки, не туда, что-то такое, если это не делать на уровне логики, как можно быть уверенным, что в следующий раз будет ясное понимание, что туда не надо, там и, ну, как бы опять те же грабли не случатся? Смотри, во-первых, то есть ты опираешься на логику, это означает, ну, как бы какую-то часть сознания ума.
есть мы проходим пространство души и духа. Мгм. В этом формате как бы записано все, то, как есть. Мгм. То есть вы проходите в эту часть, и вы начинаете видеть ясно, что и как, и где вы проявлялись. Это как ясное зеркало перед тем, как бы, что вы и кто вы являетесь, и как вы поступаете. То есть Блоки, это прошлое, ну то есть это прошлое, это будет ясность, а как это перенести с тем, чтобы повторно не еще раз уйти в я говорю, заблуждение? мы формируем будущее из пространства нашей души и духа. Мы не Мгм. формируем из личности, мы не формируем как бы из ума, Мгм. потому что когда мы формируем из ума, из личности, это всегда, во-первых, очень ограниченное состояние, во-вторых, там очень много невежества. Мгм. То есть ну, из пространства личности мы никогда не можем сформировать это естественное состояние, верное состояние. Когда мы проходим пространство знаний души и духа, именно тогда мы формируем как раз наше будущее, потому что мы очень четко, ясно видим и понимаем, что, и куда нам, и как, и что нам делать, что нам не делать. Там нету вот этого «может быть», «да», «может быть», «нет». Это вот настолько ясно, настолько прозрачно, настолько четко, что и как, то есть это вот, все видно, все ясно и понятно. И именно из этого состояния, из этого измерения своего духа, души, только тогда мы формируем манифестации. Потому что по-другому, то есть когда мы просто из своей личности, ой, хочу это, хочу то, мы идем снова в какие-то кармические истории и хождение по кругу. Мгм. Да, благодарю. Мгм. Майя, пока никто не хочет говорить, я хотела прокомментировать, вот только что девушка спросила, и ты сказала. Я у Танит была на курсе, и надо было сделать намерение души на полнолуние 22 Мгм. августа. То есть как бы увидеть себя в новом статусе. И вот как из ума, из личности я видела, я хочу вот это, вот это, вот это. И я пробовала, как Танита говорит, подключиться по ее технике, увидеть душу, вот это то, о чем ты говоришь. Мгм. И не получалось. Потом так, Майя, включаю по твоей технологии, соединяя сердце, ну, свет, все. И я настолько четко, ясно, вот то, о чем ты говоришь, я увидела свое намерение души, и вот это четко, ясно, и свой новый статус. Он совершенно не совпадал с тем, что думала моя душа, ум, Мгм. что думала моя личность, и когда я соединилась, очень четко и ясно. Это просто надо почувствовать, и тогда действительно вот это вот ощущение, когда просто сижу и четко понимаю, чего хочет моя душа. И думаю, это совсем не совпадает с моим умом. Да-да-да, да. Поэтому, то есть нам как раз и нужно выстроить свой ум, чтобы ум был в руководстве нашего духа, сознания духа. Вот это самое важное. Потому что обычно у всех это как попало, в разных сторонах. Дух мы редко слышим. Допустим, иногда мы чувствуем свои мечты и желания души. То есть нам важно как раз именно через состояние вот эту связь выстроить. Из этой связи, то есть тогда мы видим, что, куда и как по всем процессам. А как можно работать со страхом? Вот здесь есть страх прислушиваться к зову души. Вот у меня, например, такая проблема есть. То есть я как бы чувствую что-то, но как-то кажется недоверие или Мы не страх. работаем со страхом, мы туда просто не даем энергии. Страха как таковой нет. То есть когда, вот смотрите, когда вы в темной комнате, вы не видите, когда вы не видите, вы боитесь. А когда мы включаем свет, происходит 1 секунда, и вы понимаете, что, где и как, где что расположено. Вот это и есть, когда мы соединяемся с нашим сознанием духа, мы включаем свет, мы все видим, как, что, где. То есть и куда нам не нужно, мы не идем.
То есть, и что, соответственно, нам не нужно делать там-то или там-то, мы, соответственно, не делаем. То есть это состояние включенного светом. Тогда страха нет. Страх есть, когда вы не соединенные с духом. Понимаете, как только мы соединяемся с духом, это включается свет. Страх исчезает, с ним не надо ничего делать. То есть задача в том, чтобы соединиться со своей душой и духом. Вот если вы не соединенные, тогда есть страх. Тогда есть там все остальное. Жадность, голод, ревность, зависть. Когда мы соединяемся со своим духом, то есть это все не имеет смысла, это растворяется. Я поняла, спасибо большое. Угу. Скажите, пожалуйста, по времени, когда начнется семинар, и когда он закончится? Как вы планируете? Там нужно посмотреть по времени, по московскому, соответственно, у вас какое время, потому что у меня там по Москве отличается. Лена напишет, кажется, по Москве, кажется, 8 начала, по Калининградску 7. У нас до часа по Калининграду, а, по-моему, по Москве 8. Ой, не 8, в 2. То есть на полдня, да, фактически? А если вы в другом часовом поясе живете, то не знаю, нужно будет смотреть. То есть Лена напишет время. То есть у нас первая половина дня, потом, соответственно, у вас еще есть целый день, чтобы там заняться своими делами, погулять, отдохнуть. Погода у нас тоже будет в это время, вроде бы я смотрела, у многих тоже хорошая. Я потом точно поеду на море или пойду, потому что у нас начинается неделя теплая. Я очень обрадовалась. Вот. То есть, у нас будет с вами прям интенсивно, концентрировано по практикам. Мало разговоров и, то есть, постоянно прям мы практикой будем. Хотя мы делаем это, как онлайн, и вроде бы кажется, что ничего сложного, но могут быть очень часто потом такая очистка происходит, такие процессы в теле, что потом, может быть, даже кому-то нужно будет поспать часик после семинара, после процессов, потому что они прям очень интенсивные. То есть, хотя мы там физически сидим, и только работа с душой, вот, но то, что мы делаем с вами, вот этот процесс, вот эта работа, она очень интенсивная. Иногда, кстати, может вставать тело такое, что мы перегрузили вагоны. Ариана, ты хотела что-то спросить? Я нечаянно, наверное, нажала, да? Да. Привет! Я нечаянно нажала. Меня слышно даже, да? Извини. Да. Детей слышно. Я приветствую. Рада видеть. Я вот поздновато, правда, подключилась. К сожалению, прослушала все. Будет запись для ведущих выставлена. Я думаю, что, может быть, это еще Лена тоже выставит запись. Ой, здорово. Ну ладно, я отключаюсь, буду слушать. Продолжается, да, эфир? Сейчас еще немного, да, сейчас на вопросы. Вы общаетесь, уже вопросы задают? Да. С прошедшим тебя днем рождения, в общем, целую, обнимаю. Вопросов нет. Хорошо. Люблю. Давай, отключай. Я не знаю, меня вообще видно даже, что ли? Я вообще не понимаю, где я. Ой, я, наверное, даже видео у меня, наверное... нет, видео нет. Нет видео. Да. Ариана, только звук отключи, пожалуйста. Да, хорошо.
Спасибо. Вот так, да? Еще раз. Мои друзья, добрый вечер. Наталья говорит. Здравствуйте. Здравствуй еще раз, Майя. У меня 2 вопроса сегодня. Следующие. Первый, вот будет семинар на этих выходных, а далее через неделю... Сакральная геометрия? Да, ты предлагаешь. Оба это, ну, не передоз, как это для энергетики, души, это же работа. Вот, это первый вопрос. Как это знаешь? Как у тебя, к какому ритму движется твоя душа и ты? Если у тебя быстрой скорости, то не передоз. Если как медленный метаболизм, то может быть немножко тяжеловато. Но все равно, то есть, если, допустим, ты хочешь вот этот онлайн пройти, Арианочка, выключи микрофон у себя. Что, может быть, потом его приобрести и сделать позже, когда у тебя будет удобно и комфортно. А приехать на сакральную геометрию, потому что, конечно, сакральная геометрия, она по глубине, по процессам, конечно, она будет очень глубокая, мощная, сильная. Потому что мы будем работать через тело, выстраивать наше состояние, сознание, геометрию. То есть, это такая мистерия. То есть, и как если, допустим, в гурджиевской школе раньше там занимались, либо в храмах. Это вот именно такой процесс. Это уже не терапия, а именно такая практика, мистерия, такая постоянная, где мы прям будем выстраивать себя, свое состояние, сознание, энергию тела. Естественно, у нас будет очень много опыта. Спасибо. Это хороший мостик ко второму вопросу, Майя, потому что когда я услышала о сакральной геометрии, она очень откликнулась, и я вот почувствовала, что это вот, возможно, то самое. У меня был порыв, я понеслась смотреть билеты, я даже их взяла. А теперь у меня приходят всевозможные идеи, почему это неудобно, как много сейчас работы, и вообще это очень неудобно, нужно лететь с пересадкой. Ну, понимаешь, да, вот эти все темы. Почему так? Это вот как раз то, что душа говорит, да, нам туда, а потом включается ум, потом включается личность, вот на, и мы начинаем так вот спускать энергию. И вот если мы не слушаем этот процесс, то есть не идем вот на этом витке, когда Вселенная тогда, если мы идем, то говорю, так, давай, все, мы тебя поднимаем и понесли. А если не слушаем, то, вроде бы ничего плохого не случилось, но мы спускаем энергию. То есть мы ее сливаем, и мы, соответственно, тот формат, который мы могли получить, очень важен для нас, для нашего процесса, для нашей эволюции и движения, то мы пропускаем. То потом, чтобы попасть уже в этот вагон, может быть очень-очень сложно. Может быть, там сколько еще придется там подождать, 1, 2, 3 или 4, то есть это непонятно, чтобы все сложилось вот таким образом. Ну, то есть это страх эго, получается, к изменениям? Личности, да, что неизвестно, что случится, что будет с тобой. Знаете, как, капля. То есть когда мы вообще проходим в пространство этого духа, пространство Вселенной, то есть это же масштабно, это же, как капля капает в океан. То есть она как капля перестает быть, она становится океаном. И мы где-то очень боимся стать этим океаном. И вот капля тоже трясется от страха, чтобы упасть в океан. Потому что она кажется ей, что она исчезнет, растворится. Но она-то не исчезает, она становится частью океана. И вот также у нас есть вот этот мандраж, что будет, а как я буду жить с этим совсем, с этим океаном. А я же там женщина, а мы семья, дети.
Вот, поэтому, то есть это понятно, что это совершенно другое ощущение, опыт, конечно, это будет изменение. То есть когда вы из другого качества, свойства своего духа, своей души будете пересматривать на себя, на свою жизнь, на все процессы. Ну, то есть вы вы оставите женщину просто ну, как бы не только женщины, то есть это нечто большее уже через вас живет, дышит, проявляется. И, соответственно, весь формат уже, ну, как вы не посадите себя в маленький формат проживания жизни, понимаете? Когда мы вспоминаем вот это пространство вечности, бесконечности своего духа, масштабности, конечно, ну, то есть нам захочется, ну, по-другому вообще жить, дышать, творить, любить. Потому что мы не будем чу-чу-чу-чу-чу-чу мелочиться. Это не в том, что, ну, как побольше всего и побольше, ну, то есть это вот это всего и побольше, это снова от жадности. Но когда мы проходим в этот масштаб своего духа, это из изобилия, это из состояния единства, состояния щедрости. Ну, это по-другому совсем. То есть мы не пытаемся, ну, как бы что-то, как сказать, чего-то достичь, потому что нам чего-то не достает. А это когда мы так много всего чувствуем, переживаем, ощущаем, что мы хотим, ну, вот так же это воплотить масштабно. Понимаете разницу? То есть потому что мы это чувствуем так много внутри, в своем духе, в своей душе, и, соответственно, там, в своем теле. Поэтому мы хотим по-другому, ну, жить более масштабно. Но не потому, что у нас есть голод, жадность, и вот нам нужно побольше и всего, и побольше. То есть из разного пространства есть движение. Спасибо. Угу. До встречи в океане. До встречи. Еще? Здравствуй. Можно Да. вопрос? Да. Угу. Ага. Ой, я вообще очень хорошо понимаю то, о чем ты говоришь, про вот эти перепросмотры и про не вовремя, и когда своевременно не делаешь, ну, того, чего ты хочешь, пропускаешь вот этот вот цикл, и снова. Вот, у меня вот такой вопрос. Я когда была на Ржевице у тебя в 2018 году, то есть мы там проходили тоже медитации, и вот я видела, ну, какие-то фрагменты там своих предыдущих жизней и каких-то этих, ну, вот фрагментарно, то есть, ну, там буквально маленькими какими-то кусочками, там, ну, доли секунды, да, как яркие вспышки. И только вот в этот раз, недавно, да, на цветение смогла собрать картину полностью. Ну, то есть до меня дошло, не знаю, может, меня так долго догоняет, может быть, ну, какая-то причина в этом есть. То есть я смогла прям, ну, увидеть, как бы, именно какая картинка, откуда она, вот, и собрать это вот все в единый элемент. Значит, если мы будем делать на переходах тоже медитацию, да, у меня внутри есть такое переживание, что я буду видеть, ну, тоже какие-то эпизоды, но как бы целиком распознать, ну, не смогу, что ли, вот как-то вот так вот. То есть насколько я смогу, ну, глубинно соединиться, прям ясно, прям полностью в комнате свет включить, а не там не фонариком местами углы высветить. Вот. Насколько ты ясно сможешь соединиться, я не могу тебе, ну как, я не смогу тебе сказать, понимаешь? Насколько ты будешь готова, насколько ты сможешь соединиться. Но в том, что, знаете, как я вас всех проведу в это пространство, а каждый как захочет открыть глаза, может быть, у кого-то щелочки маленькие, кто-то откроет глаза,
То есть это уже будет зависеть от вас. Потому что мы все будем в этом состоянии, в соединенности, это да. То есть, допустим, либо ты через маленькую щелочку будешь смотреть, либо ты откроешь глаза. Вот насколько ты решишься, от тебя зависит. Как интересно, у меня все зависло, и кроме первой и последней фразы. Я надеюсь, что в записи будет сохранено, но мне и до этого подвисало. Посмотри интернет-связь тоже. И внутреннюю связь, и внешнюю. Вот. Но на самом деле после египетской йоги внутренне стало намного спокойнее, намного глубиннее. Я все все расставила по своим местам, по каким-то полочкам. В общем, у меня картина стала целостная на сегодняшний день. Вот, и сейчас пока с тобой общаюсь, можно вопрос еще тоже. Я сейчас просто прочитала книгу «Посвящение», египетской йоги, да, с Египтом связанное, и очень много, что там тоже раскрыло мне, как распознавать, то есть как ощущение и как идет распознавание. Вот, и в связи с этим хотела спросить, мы когда на жрице садились в круг и звучали то есть делали медитацию на сопровождение душ, да, то есть на переход, помогали душам перейти. Вот. Ты в начале медитации сказала на каком-то языке, как вход, что ли, да, вот когда мы соединились, ты на другом языке на каком-то, проговорила в начале и, по-моему, проговорила в конце, когда закрывала круг. Вот, хочу у тебя спросить, Саша, мне тогда так очень глубоко сами слова, очень откликнулись. Что это, откуда это, из какой традиции или какой это язык? Из Дзогчена. Дзогчен — буддийская линия. Куда посмотреть, то есть где поподробнее его поискать? Пусть тебе Лена скинет Дзогчен мастеров сейчас, которые живые еще есть. Я ей передам. Ей напиши, пожалуйста. Вот либо мне напиши, у тебя есть телефон. Хорошо. Спасибо большое. И хочу просто еще рассказать, раз мы не увиделись, мы, когда на жрице формировали намерения, вот, то есть буквально несколько дней назад, мое тоже, как намерение, желание, да, у нас какое-то было, практика на это. Мое желание сбылось, вот, и оно точно так же было связано как раз с закрытием тех вопросов, которые, когда я пошла в опыт, когда я себя не услышала. То есть моя душа говорила, что мне это не надо, а я все-таки, как говорится, повелась и сделала. Вот. И как раз теряла, временной ресурс, финансовый ресурс, но тем не менее все, этот вопрос закрылся. То есть прям, для меня так знаково, как-то прям одно за другим. Очень здорово, спасибо тебе огромное. За вот эти умения, в общем, за все, много за что, за тебя саму. Спасибо. Спасибо. У кого-то еще? Можно задать один последний вопрос? Есть ли какие-то рекомендации к подготовке к этому семинару? То есть, может, что-то подумать о чем-то заранее нужно, или как одеться, я не знаю, что-то такое, что поможет. На какой семинар? Вот этот, который будет на выходных, переходные. Онлайн? Да, онлайн. Выспаться хорошо, лечь не поздно, чтобы были в бодреньком, хорошем состоянии. Ложитесь в 10. Вот это лучшая рекомендация. Да. У меня с этим, не знаю, как получится, потому что я на другой временной зоне, но я сделаю максимально, что смогу. Спасибо. Добрый вечер. Можно задать вопрос, личный вопрос?
То, что касается дня рождения. Почему-то вот несколько лет до дня рождения и сам день рождения мне очень тяжело. То есть я не могу себя собрать, и логически я не могу себя как-то направить и успокоить, и это происходит как-то внутри. Вот это у всех такое? Или с чем это может быть связано? Ну, вот я еще раз говорю, что день рождения мы проходим в завершении цикла. И на завершении цикла нет энергии. Мы проходим через процесс коридора смерти. Он реальный, такой физический, энергетический, как бы не тот, который физический, но другого плана. И у нас идет такой перепросмотр года, может быть, там даже больше. И что и как мы прошли, что мы не прошли, что прошли. То есть вот как раз такое завершение, подведение итогов. И какие-то процессы, то есть у нас вообще завершаются, которые больше не будут переходить в следующий год. То есть это, может быть, какие-то истории, какие-то отношения, какие-то события, может быть, какая-то энергия, которая завершилась. Допустим, то есть у нас тоже по времени, то есть отведено, то есть определенно как бы разные ресурсы, разное время, потоковость, допустим, на те или иные события, действия. И что вот раньше, допустим, вы там занимались рисованием, много, красиво, у вас был замечательный опыт, но проходит вот этот временной цикл завершения, что, допустим, душа говорит, ага, вот на эти процессы и дела вот столько будет времени, вот на эти процессы вот столько-то. И какие-то процессы приходят к завершению. То есть не потому что там что-то плохо, а просто завершение. И, допустим, мы тоже могли где-то жить в какой-то стране, и там нам было замечательно, хорошо, но приходит какой-то другой цикл, и мы понимаем, что сейчас это время завершено, вот этот цикл. И он уже не повторится, то есть он такой, какой есть. И это тоже, знаете, как процесс смерти, потому что мы понимаем, все, этот процесс, он завершен, и завершен в нашей жизни. И это, переход смерти. То есть и нам важно очень дать ценность тому, что мы проходили. Нам важно пересмотреть, нам важно вот как раз аккумулировать эту энергию вот этого процесса, опыта, чтобы потом ее переформатировать на будущее. То есть если мы осознанно ее не завершаем, не аккумулируем, то есть у нас вот как раз такой пустотный временной коридор может затянуться, что у нас нет сил, у нас нет ресурсов, то есть мы никак собраться не можем, потому что вот мы не прошли правильно, верно вот этот переход, где там нам нужно было завершить, как аккумулировать энергию и перевести, соответственно, там в наше будущее какой-то новый проект, какие-то новые событийность, какую-то другую, которой не было. Вот. И от одного процесса до другого у нас точка смерти, точка рождения. Смерть, то есть мы можем чувствовать потерю сил, может быть, ресурсов, там, либо еще чего-то от точки рождения. То есть у нас еще вот этот вот переход, как бы нужно как бы пересобраться. Вот. И вот это важно делать осознанно. И дождаться, когда вот этих проходов, они прям, то есть если мы осознанно проживаем наш день рождения, то есть мы прям можем энергетически и физически чувствовать вначале вот этот коридор, перепросмотр, коридор, пустота, отсутствие энергии, желание, интересов чего-либо на будущее. И нам нужно дождаться, чтобы мы вот этот коридор прошли осознанно, просмотрели, пронаблюдали все процессы явления, дождались вот этой пересборки,
И, соответственно, потом, как только идет энергия, как только идет уже, соответственно, как бы начинает наполняться чаша, и вот из этого наполнения дождаться, когда будут проявляться вот новые смыслы. То есть либо мы делаем практику медитацию, что вот мы будем делать как раз, либо осознанно вот этот процесс делать практикой во время вот этого дня рождения, перехода. Потому что мы очень часто, допустим, там заняты, как нам отпраздновать, еще что-то, и мы не проходим это осознанно, и тогда, то есть у нас может быть очень много потерянной энергии, сил, вот этой пустотности и непонимания чего, куда, что, как. И мы можем какое-то время прям в потерянности находиться. Вот. И отсутствие энергии. Поэтому нам важно вот эти процессы, циклы проходить осознанно. Еще знаете, как это похоже, когда, допустим, вот этот тоже переход рождения, равносильно, что, допустим, мы жили в каком-то одном городе, и мы понимаем, что нам нужно будет уезжать отсюда. И вот какие-то вещи мы собираем с собой, но все равно мы с собой, то есть когда мы уезжаем, то есть мы не можем взять много вещей. Вот. И что-то мы отдаем, что-то мы выбрасываем, что-то мы продаем, что-то мы дарим. То есть у нас вот эта пересборка происходит. И, то есть мы смотрим, что нам нужно, что нам не нужно в нашем будущем. То есть взять нам это или не взять, или нам лучше это отдать, или нам лучше это продать, или нам лучше это как бы в другой ресурс привести. То есть у нас идет перепросмотр, то есть всех вещей, которые у нас есть в доме. А вещей у нас много. С каждой вещью у нас связано что-то. Вот также у нас как бы не только на уровне вещей, а на уровне всех процессов, явлений и взаимоотношений. Нам нужно сделать вот этот перепросмотр. То есть когда мы перепросматриваем, как бы потом собираем что-то очень важное, нужное, что мы туда унесем, в другой город увезем. Вот. И энергетически мы сжимаемся. То есть вот мы едем, допустим, в аэропорт. Все, мы собранные. То есть в этом процессе собранности мы как бы в другом цикле, в другом ритме. То есть мы не проживаем, как обычно, в состоянии. Мы очень собранные, то есть много чего мы не проживаем, потому что мы в переходе. То есть у нас вот концентрация, то есть у нас собранность энергии, собранность в уме, чтобы вот там куда-то долететь, прилететь, доехать, переместиться. И только когда мы там долетели, доехали, направились там до другого дома, места, мы начинаем, соответственно, разбираться, как бы распаковываться. Там мы перепаковывались, да, вот эта сборка, а потом идет разборка. Вот она же другая, потому что вот этот процесс, который мы проходим, то есть нам нужно пересмотреть, что действительно нам нужно, не нужно, что мы берем с собой дальше. То есть и это вот такая аналогия. То есть и вот эта аналогия, вот принцип которого, то есть связан со всеми процессами, которые мы проходим. То есть она может быть более короткая, может быть более длинная. То есть интервальность, если, допустим, вы жили в каком-то месте долго, у вас, соответственно, связей много, людей много, в доме много вещей. Ну, то есть, если вы просто снимаете, у вас, как бы одна история. Если вы живете, то у вас другая история. То есть вы покупаете много вещей, у вас много всего. И, соответственно, чтобы, допустим, переехать уже, нужно перебрать, то есть весь ваш гардероб, все вещи, то есть и понять, то есть мы же не просто их все, как бы отдаем, либо выбрасываем, либо дарим. У нас переосмысление, какие вещи куда мы отдаем. Это такой большой процесс. Вот, только... То есть этот процесс, он связан на всех остальных уровнях.
То есть мы такой перепросмотр проходим всегда. Вот. Это то, что означает осознанное прохождение рождения. То есть, не в том, чтобы мы потратили время свое, там, ой, вот нам нужно стол накрыть, там, друзей пригласить, и вот мы в такой суете, беготне. Вот. И нужно знать свое время рождения, какое оно у вас, и вот это время как раз перехода и коридора. И, соответственно, обязательно делать практики в этот день, чтобы пересмотреть, чтобы переосмыслить, энергетически подготовиться к проходу этого коридора. Как раз вот этот коридор будет проходить, потому что мы проходили коридор, допустим, перехода сюда, и, соответственно, то есть как мы вошли в эту жизнь, в этот мир, то есть в каких-то уже состояниях. Вот. И точно так же, то есть как мы проходим все циклы, то есть все взаимоотношения, все связи. То есть это подобный процесс. А если, допустим, представьте себе, то есть вам нужно в спешке уезжать из вашей квартиры, из вашего дома, и вы в суете, вы бегаете, вы не понимаете, что вам взять, что вам не взять, потому что, там, допустим, из серии у вас один день, да, вы не сможете нормально ни собраться, ни понять, что из чего. У вас суета, у вас напряжение, стресс, и то есть в этом стрессе, то есть вы куда-то дальше перемещаетесь, и в таком же стрессе там дальше весь процесс идет. Вот, поэтому нам важно, то есть осознанно точки вот этих проходов проходить. И, допустим, если мы в стрессе покидали что-то там, нужно, не нужно, не знаю, что первое лежало, мы кинули какие-то вещи, там еще что-то, а мы приезжаем туда, мы не подумали ничего, то есть эти вещи нам там не нужны. Потому что там вообще другая погода, природа там или еще что-то. То есть у нас не было времени пересмотреть, осознанно подумать, подготовиться, завершить здесь и перейти в другой процесс, в другое время, в другой континуум своей эволюции, своего витка. Дарю. Интересно. Угу. Спасибо. Майя, а ты еще несколько раз сказала, что вот если мы не проходим переход, то происходит слив энергии. Просто, понимаешь, логически, вот если ум думает, что не прошла я переход, это ум, да, а почему тогда происходит слив энергии? Как он происходит? Вот то же самое, вот что если вы не проходите правильно вот этот переход, вот вам переезжать, а вы там в течение дня должны переехать, да, не подготовка там неделю или месяц. Слив энергии – это означает, что суета, переживания, вот там происходит слив, понимаешь? Что, допустим, если я вот в этой суете, в этой беготне что-то пытаюсь сделать, вот там уходит огромное количество слива энергии. И это в стрессе, это в напряжении, и там, соответственно, теряется много всего. То есть такой объем, потому что когда мы теряем энергию, когда мы в стрессе, а если большой стресс, то большой слив. Понятно? А вот эти процессы, они начинаются до дня, что получается рождения, да? Угу. Это несколько дней, может быть. Это Да, идет да, как цикл завершения, потом сам день рождения, вот, да. Да, да, да. а Да, потом уже как рождение, уже следующий день. да, да, да. Почему говорят, что первые 12 дней нужно смотреть, как вы проводите, вы осознанно их проводите, потому что это будет цикл вашего года. 12 дней, 12 месяцев. Ага, ясно. Хорошо. Угу. То есть, и когда еще, допустим, мы записываем, мы смотрим, то есть, и что-то мы можем там поменять, что-то можем наполнить, чтобы мы как бы формировали это состояние, формировали наш год. Еще какие-то вопросы есть?
Ну что, тогда давайте завершать нашу встречу сегодняшнюю. Я надеюсь, что я достаточно ясно ответила на вопросы. И кому будет важна эта тема, кто захочет совместно эти процессы пройти, буду рада вас видеть в выходные дни. Либо всего хорошего. Всех благ, дорогие. Спасибо большое. Спасибо вам. Благодарю, Майя, благодарю. Спасибо.